Ну, дорогие коллеги, сегодня 5 число, 5 апреля, мы продолжаем. Вот смотрите, вот это вот самое первое мотор-колесо, которое было сделано в корпусе донора Golden Motor Magic Power 2. На этом колесе в последнее время Сергей Александрович отрабатывал контроллер. Сейчас оно пришло сюда. Видно, что здесь никаких датчиков, только вот 3 фазы. Сейчас на стенде там отрабатывается 318 колобок. Испытание будет проходить опыта холостого хода, потом станет это. Теперь, что у нас за последнее время пришло? Интересная такая машинка. Вот это станочек для точки сверла. Он позволяет вытачивать сверла с 2 мм до 13, затачивать режущую кромку, обратную кромку и, собственно говоря, шейку сверла. Точная заточка нужна для того, чтобы можно было хорошо собирать осадки. Пришел вот еще один приборчик такой. У нас интересный. Сегодня это миллиометр. Достаточно такая хорошая машинка. И вот сейчас мы проверим сопротивление этого колобка. 186 расчетный был 0,04 Ома. Это можем подтвердить, у нас есть расчеты. Смотрим. 0,0396. Вот такая вот точность модели получена в Максвелле и то, что мы исполнили фактически, измерили прибором, да, между фазами. Ну, я полагаю, что точность и достоверность достаточно высокая. Хотя, что можно про все это сказать? Ну, в интернете много споров на то, что там Кертис меряет, он не меряет, он считает, еще, там всякие рассуждения. Уважаемые оппоненты, ответьте, пожалуйста, а какую физическую величину, кроме килограмма и метра, вы можете измерить? Вот у нас стоят датчики вращающего момента, там, да, постоянно. Что там меряется? Деформация металла, стоят тензометры, потом преобразователь, идет математика. Ставим амперметры, вольтметры и так далее. Что там меряется? Да там, в принципе, натяжение пружины, если это механически, либо пересчеты, аналого-цифровые преобразователи и так далее. Идет математика. И меряется, все это считается. Мощность считается, все считается. Поэтому это проверяется. Поэтому на сегодняшний день практически нет приборов, которые напрямую измеряют физические величины. Все это определяется косвенным методом. И поэтому мы можем только условно говорить о том, что мы померили с достаточной степенью точности. И мы сегодня с вами убедились, вот как мы меряли потери в двигателе, да, показали, продемонстрировали, что влияет. И кабель, и соединение, и очень-очень-очень много разных факторов, которые влияют на точность. Вот и вы делаете выводы все-таки. И прежде чем заявлять, что вот мы не меряем, там это не померено, там вы там посчитали, там еще что-то. Давайте объявим конкурс такой. Назовите физическую величину, которую можно померить прямо, непосредственно, без пересчетов. Вот говорят, что мы вот там есть часы, которые измеряют время. Извините, механические часы измеряют период колебания механического маятника. Электронные часы измеряют периоды колебаний кварцевой пластины и так далее, и так далее, и так далее. Но я еще не, я, наверное, такой глупый, но я еще ни одного прибора не встречал, который измеряет время. Вот затем мы с вами живем в относительном мире и в косвенном мире, косвенных измерений. И с этим нам приходится мириться. Ну а сейчас продолжим дальше работать.